Мы отправляемся в захватывающее путешествие в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Готовы окунуться в мир ярких культурных контрастов, невероятной архитектуры и потрясающей кухни? Погнали! 6 месяцев на Бали пролетели незаметно, но улетать домой совсем не хотелось, поэтому отправляемся на Визаран. В досмотре у него забрали все отвертки. Все инструменты для дрона. Из-за низкой стоимости билетов, а это $100-150 туда и обратно, Малайзия самое популярное направление для Визарана. Ну что, летим погружаться в атмосферу каменных джунглей. Мы в Малайзии. Так как мы попадаем на очень классный период, это китайский Новый год, здесь просто нашествие туристов, и, соответственно, с отелями тоже беда. Забронировали один отель еле-еле, сейчас поедем, будем смотреть, надеемся, что там все хорошо и нам повезет. Если вы хотите дешево добраться до центра, за 15 рингит можно добраться на автобусе. Здесь не любят доллары и принимают в основном только в рингитах, местной валюте. Установил приложение Grab на свою индонезийскую симку. Такси до центра стоит 65 рингит. Сейчас мы в местном обменнике. Как не настоящие. Это игрушечные какие-то деньги. Играемся. После долгих попыток вызвать такси у нас все-таки получилось, и мы выдвигаемся в город. Атмосфера Куала-Лумпура окутывает тебя сразу же, как только покидаешь аэропорт. И первое, что поражает, это невероятные небоскребы, которые просто взлетают в небо. Мы всегда с собой берем еду, на всякий случай, чтобы этот пирог. Этот билет, кстати, путешествует больше, чем ты. Благодаря тому, что мы берем с собой еду, мы один раз спасли людей от голода на пароме. Это апартаменты типа? Наверное. Здравствуйте. Вид вот такой. О, я буду здесь спать. Ладно, я буду вон там спать. Чё, как тебе? Херня вообще. Херня? Да. За сколько мы сняли это жилье? 170 рингит. Серьезно? 170 рингит это где-то 600 тысяч рупий, наверное, да? А здесь все розетки вот такие вот. Давайте открываем. Зачем все эти вешалки? Для полотенчиков. Ну да. Для 6 полотенец. Духовочка, вот есть индукционная плита. Есть, интересно, здесь всякие приборы? Есть. Есть здесь? Есть. Кушать будем готовить, значит. Где лучше начать знакомство с городом, как не в его кафе и ресторанах? Улица Джалан-Алор. Наверное, настоящий рай для любителей уличной еды. Здесь расположены десятки кафе, ресторанов и уличных лавок. Можно попробовать все, от традиционных малазийских блюд до китайских, индийских деликатесов. Любитель вообще всего такого интересного, необычного. Бекон? Обычный бекон, да, неинтересно. Огромное количество разной уличной еды и очень много туристов. Но я бы не рискнула, наверное, попробовать такую еду, потому что я, если честно, брезглива в этом плане. Я рискну. Рискну? Не сейчас, мне надо созреть. Здесь очень много вот такой вот еды на всяких шпажках, палочках. Это могут быть овощи, это может быть мясо вот такое. Все набирают, потом это жарят. Мясные синагончики. За этим стоит большая очередь. Видимо, это очень вкусно. Ну и прикольно, что они делают это за стеклышком, и можно увидеть, насколько это чисто. Посетим узбекский ресторан. Это заведение пока своим меню только уже нас впечатлило. Здесь есть козы, есть чак-чак, борщ, оливьешечка. Это у нас пельмешечки. Напевно. Вот такой вот козы, биф.
кекс. И у меня курочка, компотик. Вкусно? Фала. У меня аж Попробуй. слюнки потекли. Попробуй. Это что-то на вкусном и серьезном. A few moments later. Двигаться вообще, если что. Как вам впечатлить целоваться? Покажите ему обои. Он уже 2 года обои не видел. Я на Бали не видел. Это стиль. Это уют создает, как будто дома. Ну да, как будто в гостях. Сколько у нас вышло за еду в этом ресторане? 117 рингит. Мы в прошлый раз тоже приходили к такому выводу, что здесь еда дорого обходится. Ну да, здесь помимо цены, указанной в меню, так же как на Бали, добавляется такса и сервисный сбор. Сегодня мы брали кофе, мы искали хот кофе, да? В хорошей сети, распространенной сети кофеин вьетнамских, Для меня она отстойная. интернациональных. Для меня теперь тоже. Я просто увидела, как она вытаскивала чашку из микроволновки. Для меня это было вообще типа чё? То есть это тот случай, когда люди поняли буквально типа подогрейте. Плаза Low Yat, чтобы Плаза. Low Yat Plaza, чтобы посмотреть iPhone. И Не только. ну и не только, да, и сравнить цены. 15 Pro Max 256. рингит, да, 256. Сильно отличается цена от российских? Нет. Ну, конечно же, DJI. Так, вторые стоят 1650, первые 740. Почти в 2 раза дешевле. Крутая штука. R3 с 2 камерами. О боже мой, она такая большая. Полнокадровая Sony GV-E1 стоит чисто тушка 10 500. Цены на 12 2000 рингит. Это дешевле, чем в Индонезии. Казалось бы, типа торговый центр, но ощущение, что ты на рынке. Да она тебя не покидает. В островках подозрительных они смотрят, и он, думает даже на калькуляторе, сколько написать. 2250. За PS5 Slim на 1 терабайт с игрой Spider-Man 43 тысячи. Я не разбираюсь в этом, наверное. В это России, круто. я думаю, это стоит где-то 80-90 тысяч, то есть почти в 2 раза дороже. Напишите в комментариях, насколько это выгодно. Huawei. Ого, 6400. Почему они такие дорогие? Это куда, кому вообще? Это больше, чем iPhone стоит. Опа. Пора, это же планшет. Ну, камера ужасная просто. Можно же сериальчики смотреть. Именно для него и разработали этот дизайн. Именно для сериальчиков, да. Офигеть, смотри. О, у этого камера получше, кстати. Hasselblad, кстати, камера. TikTok, WhatsApp, Facebook, everything from here. Вот это прикольно. А-ля iPhone, да? Ну да. Намного легче, чем iPhone. Но они, смотри, даже анимацию сделали такую. Да. Это слизанное, ребят. Самый фаршированный вариант. Покажи, сколько камер. Господи ты, боже мой. Что за ужас. Вообще, меня разочарована. Я особо в технике не разбираюсь, но вот чисто как дилетант даже. Это что-то на очень дорогом и непонятном. Ночной Куала-Лумпур. Незабываемое погружение в мир огней. Что касается безопасности, в целом центральные районы города достаточно безопасны для туристов, но все же лучше придерживаться оживленных мест и избегать темных переулков. В популярных районах, как Букит Бинтанг, атмосфера буквально кипит. Множество ресторанов, ночных клубов и уличных музыкантов создают уникальный микс звуков и запахов. Спалась еще прекрасно. Я лично выспалась все прям хорошо. При нашем отеле на 39 этаже есть вот такой вот сад, типа мини-парк, где можно погулять, и отсюда открывается вот такой красивый вид на город. Решили полетать на дроне. Вроде как нельзя, но все летают. На свой страх и риск. Мы тоже попробуем. Быстренько. Быстренько, чтобы вам показать. Все ради вас.
застрахован был или как? Ну, напрягает, что Нельзя. нельзя, да. На 38 этаже у нас есть вот такой вот спортзал. Ну, это в отеле, в смысле. У нас. Смотрите, такие весы, как будто здесь мясо взвешивает, а не человек. Спросите, чем отличается турист от путешественника? Путешественник выселяется, Не знаю, куда он пойдет. не знаю, да, куда и чем он будет дальше заниматься. Идем в торговый центр Сурия, чтобы посмотреть iPhone. Находится прямо под башнями Петронас. Как будет правильно? Башни-близнецы. Очень сильно устаю ходить по торговым центрам. Вообще не люблю, правда. У меня прям психоз какой-то начинается. А когда еще торговый центр большой, все, у меня нервики конкретные. Нашли вот такое уютненькое место в торговом центре с видом на город. Как тебе паста? Не знаю. Ну, тесто у меня вообще под вопросом для меня. Поэтому непонятно, короче. Здесь книжный, Кинокуния называется. Ну уже, фу! И тут вот кафешка на втором этаже, вот тут она расположилась. А здесь, вот смотрите, сразу парк, можно выйти погулять, посмотреть на башни. Здесь, конечно, не хватает привычных магазинов типа Рив-Гош, Литуаль, потому что я очень люблю эти магазины. Там можно найти все для ухода. В иностранных магазинах ловлю панику, потому что это все надо переводить. Это все вообще незнакомое, не похожее. Все бренды вообще какие-то непонятные. И, типа что-то найти свое, а это все-таки лицо, очень тяжело. Я помню, как я в этом же магазине стояла и ревела, помню, не могла найти себе крем. Самая популярная тушь Maybelline, мне кажется. А я пользуюсь вот этой тушью. Она очень мне нравится. Стоит она 34 рингит. У меня все равно складывается, конечно, такое ощущение, что у нас в России почему-то эти бренды, они как будто бы дешевле. Но это не точно. О, боже мой, 16 рингит. Я бы вот это себе взяла. 55 рингит. Real Feel, знаете ли. Так, та самая сыворотка 670 рингит. Умывашка 180 рингит. Прилично, нормально. Сыворотки 160 рингит. Реплика у нас стоит 630 рингит. Мистиор. Классные парфюмы. У меня он был 470. Сейчас отдам эти деньги. Ты грустишь из-за этого? Ты счастлив, что будешь жене дарить подарок? Да, очень. Премиум ресейлер, самый большой магазин, пока который мы встречали. Серьезно? Когда прокачала женскую энергию. Thank you. Я выбрала себе Blue Titanium. Вот, то есть он похож очень сильно по цвету на мой 12 Pro Max. Вот, немножко, получается, обновились. Немножко. Ребят, будем снимать влоги на это теперь. Подарил такой подарок. Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями. Ну, это индивидуально все. Я понимаю, как ты мучилась в 12-м, особенно с памятью. Надеюсь, что просто этот будет закрывать все твои задачи необходимые и прослужит долго и очень полезно для тебя. Забронировали жилье, которое без ресепшена, без хозяина. Просто приходит сообщение с почтовым ящиком, в котором лежит ключ, и кодом от почтового ящика. Как будто в мотеле. О, кайф! Так просторненько. Так, большая кровать, еще одна кровать, хорошенький рабочий стол. Сейчас поработаем, да. Кайф? Класс! Давайте приблизим, посмотрим, что там. Смотрите. Можно еще ближе.
видеть, что делают люди. iPhone мы купили, это было утомительно, но мы успешно с этим справились. Теперь можно спокойно прогуляться по интересным местам и достопримечательностям. И начнем с одного из самых известных символов города – башен Петронес. Самые высокие башни-близнецы в мире, высота 452 метра. Рядом с башнями расположен великолепный городской парк с фонтанами и игровыми площадками. Здесь нет маркетов и негде купить воду даже, блин. В этом плане, конечно, даже на Бали каждый метр просто Альфа-Март и Индомарт, и это круто. А тут красота, дети вообще вовсю резвятся. Салават попросил снять и показать, как здесь происходит пробка. Вот обычная улица, через которую проходит общественный транспорт. Бесплатно. Ну, почти бесплатно. Автобус не может проехать, потому что припарковались два автомобиля. Эти два автомобиля без водителя. Как долго здесь будет стоять автобус, не знаю. Кажется, он злится. Штраф за остановку парковки 500 рингит. Охренеть! Все, погнали дальше. Прошлый визит в Куала-Лумпур мы обошли почти все мечети. Чтобы зарегистрировать свой никах, мы обошли все мечети и узнали о том, что здесь все не так-то просто. Естественно, это мусульманская страна, поэтому здесь, как у нас, просто так никах не проведешь. Здесь никах на законодательном уровне, как свадьба. Да, регистрация, как ЗАГС, да. И для того, чтобы не резиденты страны, то есть смогли туристы, зарегистрировать. не граждане Малайзии, смогли зарегистрировать свой брак в мечети, нужно прожить как минимум 3 месяца в Малайзии. О, это ужасно. Поэтому мы провели его онлайн. Не могли объяснить. Ни они нас не понимают, ни мы их не понимаем, почему типа так сложно, что ли, что тут такого. А у них это действительно, да, вот сложно. Скорее, это у нас просто. Ну да, у нас просто. Просто у нас просто. В жизни тоже бывают разные дороги, и только ты выбираешь, по которой из них плыть. Не хочу по такой грязной жизни. Можно я умру? Одна из самых знаковых достопримечательностей Куала-Лумпура – мечеть Масджид Джамек, построена в 1909 году и считается самой старой мечетью в городе. Окруженная пальмами в центре оживленного города, мечеть поражает своей архитектурой в мавританском стиле с красивыми куполами и изящными минаретами. Следующая остановка – площадь Независимости. Площадь окружена историческими зданиями в колониальном стиле. Идеальное место для прогулки и погружения в историю Малайзии. Buckingham Palace, только в малазийской версии. Классно приезжать в Куала-Лумпур одним днем. Даже одним днем, если вы сюда прилетите, то вы успеете посмотреть основные какие-то достопримечательности, потому что они находятся в центре и рядышком прям друг с другом. Буквально один день можно потратить на все это. А рядом с мечетью и площадью находится оживленный район с множеством магазинов, кафе и ресторанов. Тростниковая вода. Прикольно. Это вкусно вообще, интересно? Как вам? Типа мажотеля. Ого, ничего себе, я думала, как лимонад будет. Пахнет как зеленый чай улун. И на вкус тоже как холодный молочный улун. Очень сладкий. Да. Очень. Есть метро, это очень удобно. Можете прокатиться и посмотреть город. Передвигаться по Куала-Лумпуру довольно удобно.
Основные виды транспорта – это метро, включает несколько линий, которые охватывают основные районы города. Это быстрый и недорогой способ передвижения. Также есть монорельс, автобусы и такси. На метро из центра Куала-Лумпура можно добраться еще до одной достопримечательности – пещеры Бато, расположенной всего в 13 километрах от города. Пещеры Бато считаются самой большой и почитаемой индийской святыней за пределами Индии. Следующая остановка – мечеть Вилаят. Вход в мечеть бесплатный, а персонал предоставляет все необходимое. Очень милая женщина-гид Элина познакомила с этим местом, провела 30-минутную экскурсию. С ее слов, эта мечеть может вместить 17 тысяч человек. Архитектура и красота этой мечети действительно впечатляют. Такое изящество, идеальная чистота и простор. Одна мечеть, она собрала всего-всего понемногу. То есть и Турцию, и Индию, и Египет, все в себя просто впитала. Малазийцы, конечно, очень удивительный народ. Мне здесь очень понравилось. Здесь такое спокойствие, здесь не так много туристов и сотрудники. Они такие милые, боже мой, вообще, мне очень понравилось. Она спросила, откуда вы? Я сказала Башкортостан, и она такая, Башкортостан, It's Russia! Прикинь! Почему у тебя пропадает настрой? Я уже не молод, чтобы нарушать закон. У Салата есть теория, что малазийцы не разрешают снимать на дронах, потому что они любят все копировать, и их копии могут распространиться. Их могут, не знаю, засудить за плагиат. В Чайнатаун, получается. Таксист обошлось нам в 14 рингит. И это где-то 270 рублей. В принципе, неплохо. Чайнатаун славится своей духотой, уличной едой и своей дешевизной. Хотите дешево-сердито попутешествовать, пожить, то можно... колорит. Минус просто. Здесь, кстати, стрит-арт тоже хорошо развит. Здесь можно найти все. От Гуччи, Адидаса до... не знаю. Я хочу себе очки Прада. Пожалуйста. Находится на Питалинг-стрит, называется Питалинг. О, смотри. Выглядит прикольно. За исключением следов клея и каких-то ниточек. По крайней мере, ошибок нет в этих. Не Абибас. Да. За пределами города, возле аэропорта есть аутлет, и там вот местные говорят, что можно оригиналы купить за 200 рингит. Дисконт, Дисконт, да. Я бы, наверное, лучше там взяла. Продавец смотрит всем в обувь, и особенно тем, кто зашел. Вот когда мы зашли, он очень в упор высматривал нашу обувь, да, то есть он оценивал по обуви, кто мы. И просто не подошел к нам. Есть и даже туры по этому рынку. Туда пойдешь, бренды найдешь, туда пойдешь, бренды найдешь. Короче, Why? вообще дешманская копия очков Прада стоила 45 рингит. Что, блин? Сначала говорят 45, например. Чуть-чуть отходишь, они такие, окей, 40. Потом уходишь, такие, говорят, окей, 20. Интересно, что страна копий, но когда ты приходишь на рынок, официальный рынок копий, нельзя снимать. Нет, куда бы ты ни пришел, нельзя снимать. Ну вообще-то, куда бы ты ни пришел, нельзя снимать. летать. Вот мы и добрались до храма Тяньхоу, один из крупнейших китайских храмов Юго-Восточной Азии, посвященный богине Мацу. Он был построен китайскими иммигрантами, прибывшими в Малайзию в разные исторические периоды. Здесь можно почувствовать дух традиционной китайской культуры. Меня удивляет это то, что в китайский храм приезжают китайцы и покупают здесь сувениры китайцев.
возможно, эти сувениры привезены из Китая. Просто возвращают домой то, что сделано в Китае. Ну, это странно, здесь больше как будто бы нет туристов, кроме китайцев. Короче, если вы оказались в Малайзии и думаете, стоит ли посетить храм Тяньхоу, то однозначно стоит, потому что китайцы — это вторые по численности населения народ, второй народ, который живет в Малайзии. Ну, не только из-за этого нужно посетить его, просто это очень красиво. И здесь вы еще можете загадать желание и узнать свою судьбу. То есть здесь даже блиновская не нужно, вам всего лишь нужно прилететь в Малайзию. Внутри происходит вот этот вот обряд, церемония, и они зажигают благовоние и загадывают свои желания. Мне очень нравится. Мне вообще вот это китайское... Это все китайское очень нравится. Алиэкспресс, там Хавал, вообще кайфую. Класс. Причем тут храм и Алиэкспресс? Ну это же китайское достояние. Китайцы. Китайское достояние. Смотрите, как красиво. Ночью загораются огоньки, это очень красиво. Наш таксист просто кинул, и все. Не захотел ехать сюда. Вот эти все развязки, развилки, как это будет правильно? Связки. Это все для водителей. Для пешеходов не предусмотрен здесь нормальный существование. О, у нас есть шанс. Здесь вообще все непонятно, правда. Вот если в одну дырку залез, откуда вылезать вообще непонятно. Мы вот шли и до индийского райончика дошли. И если обратить внимание, как будто бы индусы здесь работают в основном как обслуживающий персонал. То есть все таксисты, водители, охранники, парковщики, регулировщики. Строители. Да, строители, как будто бы все индусы. Печально на самом деле. Почему? Ну не знаю, почему они так ущемляют права. Я впервые в жизни видела ночных бабушек. Реально впервые. Необычно. А вы когда-нибудь видели? Ну не знаю, я просто так. Для меня это было очень странно. Ну там темненькие получше были, по-моему. Но Балара что-то не очень. Супермаркет. Зашли. О, давай сравним, сколько здесь стоит. 10 килограмм риса, 37,90. Персил! Один раз персил, всегда персил. Ничего себе, смотрите, здесь есть Ахмад Ти. Самое главное, пожалуй, яйца. Давайте посмотрим. 7 рингит самый дешевый. Молоко. Пастеризованное 8 рингит. Масло анчор стоит 13 800. Морепродукты. Салат! Я терпеть не могу запах рыбы. Килограмм цены 15 рингит за, получается, за филетку. Ну, кажется, все такое свеженькое, да? Пакетик чая, 6 яблок, вот такую вот сладость какую-то, печенюшки. И тоже какие-то такие печенюшки. Вот, у нас вышло на 35 рингит. Доброе утро, это завтрак к столу. Ой, вкусно. Кола по утрам, картошка фри, жареный лук. Как тебе такой завтрак? Мне очень нравится. А в городе сложно летать на дроне? Ну, вообще радиосигналы, тут очень много помех. Wi-Fi. А GPS? GPS тоже хуже ловит, да. Ответственность, потому что люди, автомобили, сооружения, какие-то имущества. И если еще это незаконно, то добавляется такое щекотание кое-где. Где? Для того, чтобы летать на дроне, необходимо Сделать запрос лицензии и отправить ее на почту, но не факт, что тебе ответят. и заплатить еще надо 250 рингит. 250 рингит стоит.
Мы пришли к телебашне. Есть вот такие вот таблички, на которых все ясно, понятно написано, что нельзя снимать. Хотел человек задайвить башню. Уверен, что ты хочешь рискнуть? Не боишься? Такой вот неприметный бассейн есть, оказывается, на 25 этаже. И открывается такой вид хорошенький. Как дела? Волнуюсь даже больше, чем когда летаю над океаном на большой глубине. Или на вулкан, да? Да. Из-за Не, того, на что... вулкан я больше волновался. Это что запрещено в первую очередь? Я переживаю, что кто-нибудь зайдет, будет на мозги капать, пока я в полете. Ну ладно, не попробуешь, не узнаешь. Да. Мы желаем тебе удачи. Спасибо большое. Дай кулачок. Пипец, очень громко, оказывается. Короче, проседает очень сильный сигнал. И в момент, когда я начал уже разворот для дайва, у меня дрон потерял управление. То есть картинка была, но он на секунду, короче, в свободное падение начал вот так вот делать. И потом пульт опять подключился, и я уже подхватил. Вот момент как раз, когда у меня пропала связь с пультом. Вот почему у людей в Куала-Лумпуре очень, очень короткие пролеты. Да. Когда по дворам ходишь, по улочкам, прикольно, красиво, интересно, но иногда попадаются такие ужасные улочки, что вонь невыносимая. Даже в Джакарте, наверное, так не воняло. Мы не бронировали один только отель, и очень много времени уходит, чтобы выселиться, заселиться, подождать, зарегистрироваться и все такое. Забронируйте в одном месте, живите там. Ты можешь в разных районах пожить, с разным видом. Но ты же не успеваешь толком даже пожить там, Разный нет? сервис. Ну, люди могут вообще налегке как бы ездить, и им не обязательно там нужно что-то оставлять в комнате. Там, они просто бронируют и только вечером туда заселяются, допустим, сразу утром выселяются и опять колесят. Там, где в каком районе остановились гулять, там и заселяются. Так что, мне кажется, это индивидуально. Короче, поступайте как хотите. Вообще живите как хотите, не слушайте никого. Такая же система вон внизу белый. Ну прям с фотками все скинул. Нужно найти... Прикольно, смотрите, там несколько, получается, апартаментов. Это прям квест какой-то. Вообще. Дальше уже инструкция. Как заселяться. Да. Свои ключики. Welcome. Заселились. Такой стол. Какой-то уставший. Вообще очень уставший интерьер за такую стоимость. Сняли просто потому, что башня рядом. Ой, все внутри так защемило. Ой. Это самая высокая точка, из высоток. Все сразу на ладони. Ну вот сюда смотреть мне больше нравится, чем где бы мы не были за последние дни. Там еще бассейн есть вот внизу. Воротит, представляете? Ну, я еще не ощущала такого.
Мне прям плохо, у меня все внутри сжимается, это так странно. Как будто не имеет, рука не имеет, когда я смотрю вниз. Необычное, новое ощущение для меня. За моей спиной находится второе, самое высокое здание в мире после Бурдж-Халифа. Высота составляет, точно не помню, но где-то что-то в районе 670-680 метров. Это капец как высоко. Я тут на 40-м этаже просто голову теряю, а там я не знаю, что происходит, наверное. Называется здание Мирдека в честь независимости, естественно. И построено это здание рядом со стадионом, где как раз-таки провозгласили о независимости. Там за моей спиной это башни-близнецы. Самый лучший вид вообще открывается на башне. Лучше снять какой-то отель напротив и просто наслаждаться, потому что ночью они невероятной красоты. Салават полетел к башне. И знаете, что хочу сказать? Это невероятно сложно. И какой спектр эмоций человек ощущает в этот момент, я даже представить не могу, потому что у тебя есть всего одна попытка, но у тебя нет возможности типа пробовать, пытаться здесь и здесь что-то не так пролетело, еще раз попробовать. И сделать все круто, это сложно. Ты молодец. Как нужно любить свое хобби, наверное, чтобы вот так рисковать и пробовать. Эмоции. А, вот трясется. Да, вот тут сигнал попал. Офигеть, офигеть. О, смотри. рабочие. Отражение города, смотри. Прикольно. Ну что, немножко гештальт закрыт? Чуть-чуть, да. Чуть-чуть, да. Есть уверенность какая-то. Вау. Погнали. Эта улица называется Джалан. Секунду. Джалан Тун Хэй Сей Ли. Тут есть индуистский храм. Пойдем посмотрим. Новый телефон позволяет вам показать. Зум — это, конечно, круто. Двери к этому храму. Вау. Прикольно. Как они вообще не вянут, непонятно. Если вы будете рядом с Чайнатауном, стоит все-таки сюда прийти, посмотреть, потому что это очень красочно. Мы по мапсу нашли достойное вроде как место хорошее на завтрак. И тут очередь. За мной будет. И люди на улице ждут и заказывают. Чувак вышел И зашел. и зашел. Подышал просто. На улице несколько копий меню, чтобы ты выбрал уже на подходе к столу. Тут, кстати, очень много молодежи. И вот на улице тоже ждет молодежь. Thank you. Тебе.
Спасибо. Выглядит все очень-очень даже хорошо. Все, давай для отзыва фоточку и погнали. Давай. Почему-то вкусно. Даже вот эта баночка вкусная. Еще. Под приятным впечатлением от этого заведения. ETC называется. 68 рингит за Супер два сытнейший завтрака с кофе и один салат. И при этом у них нет сборов, такс, поэтому... Прикиньте. Если будете здесь, не знаете, где есть, заходите. Да, если вы хотите вкусно поесть, не просто забить желудок, а именно вкусно поесть. У него помимо того, что все под полиэтиленом находится, он вот эти вот фрукты, которые как бы можно и руками трогать, он через пакетик, ну то есть рукавицу надевает. О, ничего себе. Это очень большая редкость, если честно. Большая редкость. В Азии. Вы можете подумать, что здесь нет мусора, но он тоже здесь есть. Он есть везде. Центральный рынок. Как в Стритамаке. Да, Централ Маркет называется. Вот он. Выглядит вот так. Но я думаю, мы не будем уже туда заходить. Зайдите сами. Да, зайдите сами. Говорят, там очень хорошие цены. Расскажите, как там. Или кто-то уже, может, был, тоже расскажите. Еще немножко города вам, городской атмосферы. Каменные джунгли еще не скоро увидите. Поэтому вот, наслаждаемся. Мне кажется, вот тут красиво. В двух словах, как урбанист, мне понравился город. Есть свои нюансы, особенно не везде погуляет пешеход, но в плане зелени, удобства для транспорта очень все продумано, как мне кажется. Но в целом у меня негативные эмоции от этого. Куала-Лумпур очень непонятный. На самом деле, вообще, после него какие-то неоднозначные впечатления. Ты не можешь точно, конкретно решить, понравилось или не понравилось. Потому что первый раз, когда мы приезжали, мне не понравилось вообще от слова. А сейчас почему-то, может быть, из-за того, что у нас был немножко не туристический маршрут, мы ходили больше по улочкам, по каким-то не туристическим районам, и мне, наверное, больше зашло вот эта поездка. Не из-за того, что мне купили iPhone. Просто, наверное, мы уже знали, к чему готовиться и что нас ждет, поэтому ожидания были уже немного снижены, и поэтому тебе понравилось. Такой длительный период мы находились на острове, островная Особенно жизнь, я. да. И контраст вот этого города и острова, наверное, поэтому мне хотелось больше города, может, поэтому мне понравилось. Вот, все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы пошли. Хотел к нам попасть. Так, все, пока.